Приветствую всех на канале. Приехал к нам такой автомобиль, это JAC EF7S. Вроде как правильно назвал его. В данный момент он приехал с проблемой, что автомобиль у нас заряжается на 100%, но не выкатывает тот пробег, который заявлен. Вот можно посмотреть, что здесь DC-DC стоит с воздушным охлаждением. Это на китайцах такое встречается. На европейцах или европейских марках, собранных в Китае, не замечал, что был воздушного охлаждения. Но тем не менее. В общем, автомобиль к нам приехал с тем, что у него батарея не выхаживает тот пробег, который первоначально заявлен. И у нас на диагностике видно, что у нас батарея сейчас заряжена на 100%, а машина внутри чем-то напоминает Nissan Leaf. Интерфейсом дисплея, потом интерфейсом приборки. Короче, все напоминает Nissan Leaf. И здесь, походу, стоит литий-железофосфатная батарейка, потому что батарея сейчас заряжена на 100%. Но при этом у нас максимальное напряжение 3419, минимальное 3303. То есть у нас 116 милливольт дельта. А соответственно машинка у нас будет ограничивать будет пробег, потому что у нас и рано будет отключаться на зарядке, и рано будет переходить в черепаху, когда автомобиль разряжен. В общем, будем снимать батарейку и смотреть, что с ней, мерять емкость, сравнивать емкость и попробуем балансировать. Чтобы литий-железофосфатную батарейку отбалансировать, ее необходимо сначала полностью зарядить. Это особенность графика заряда и разряда литий-железофосфатных элементов. В общем, сейчас будем заряжать ее и пробовать, что у нас из этого выйдет. Вот такой вот салончик в автомобиле. Кожа. Не знаю, молодого или старого дермантина, но тем не менее. Кстати говоря, пробег на автомобиле 10 659 километров. И автомобиль у нас 2019 года. А так выглядит этот JAC снизу. В принципе, батарейка на прокладке, пластиковая крышка, и снизу проклеена какой-то изоляционной пленкой. И снизу чем-то проклеенная. Но, правда, уже начала отходить. И, возможно, чтобы дальше не отходила, ее нужно срезать. Но это поговорим с хозяином. Потому что, хотя можно ее нагреть и проклеить, как рубероидом крышу. Но, в общем, посмотрим, что с этим будем делать, иначе она полностью отпасть может. И батарея с жидкостным охлаждением. Но здесь, скорее всего, даже не охлаждение больше, а именно прогрев. Потому как здесь литий-железофосфатная и по зиме может себя плохо чувствовать. В общем, сейчас снимаем батарею, вскроем ее и будем смотреть, что здесь за химия, более точно она должна быть подписана. И что там у нас внутри батареи. Кстати, у нас на разъеме откуда-то водичка. Но снаружи, внутри ее нету. Да, это снаружи. Вовнутрь она не попала разъема. В общем, снимаем батарейку. Интересно, конечно, устанавливаются батарейки в Китае на конвейере. Вот здесь есть даже заглушка, которая, скорее всего, должна была здесь стоять. То есть сняли, кинули на крышечку и все. Вот вторая лежит. Здесь еще, наверное, земля китайская. Вторая заглушка. И есть какой-то чек-лист со всей информацией, которая была. И вот здесь, наверное, даже есть печать того, кто это делал. Среднее напряжение 3,34. Напряжение заряда батареи.
Это я не умею читать, это мы уже перевели просто. В общем, сейчас будем скрывать крышку и посмотрим, что у нас есть по факту. А так устроены внутренности батарейки джак. Здесь элементы цилиндры такой длины, надо будет померить. И диаметр, так, померяем, какой здесь форм-фактор. Так, здесь у нас что есть? Непонятно, что у нас здесь есть. Никаких обозначений. Так, это у нас стоит БМС-ка. Один датчик тока. Контакторы у нас, видимо, стоят в джанкшене, что, в принципе, логично. Так, хочу померить элемент. Если получится добраться. Примерно что-то около 34 миллиметров это диаметр ее. Да, что-то такой непонятный диаметр. К сожалению, не могу туда добраться штангелечком, чтобы померить. И длина примерно, там еще полигон, и длина примерно 137 миллиметров. 140. Плюс-минус 140 миллиметров длина его и диаметр в районе 30. Так, если вот так. Здесь у нас получается 40. Минус 7. Ну да, где-то 33 миллиметра диаметр и 140 миллиметров длина. И запах, конечно, после вскрытия такой здесь. Очень какой-то едкий и не очень приятный. Не такой, как запах, когда вскрываешь батарейку с Nissan. А вот здесь контур охлаждения, ну, скорее всего, здесь контур нагрева, из-за того, что литий-ион. Такой же силикон идет, как на Теслах, и нагревается не по всей длине, а только часть. Интересно, что в джанкшене. Два контактора, предохранитель, резистор и реле причардж. В принципе, все, что необходимо, здесь все есть. И не во всех китайских автомобилях есть такой набор. Бывает, что, как я делал видео по Mustang Ема или Ема Mustang, там, кроме одного контактора, вообще в батарее ничего нет. Ну, еще предохранитель там снизу был. Но, по сути, ничего не было. И там тоже было на цилиндрических элементах, но без охлаждения, без нагрева. Здесь, в принципе, все есть. Датчик температуры сделан на фрезерованном алюминии, вкручен дорого-богато. Ну и датчик тока на своем месте стоит. В общем, сейчас нужно будет промерять напряжение, делать схему напряжений, как у нас идет поэлементно, и дальше их уже заряжать и дозаряжать те, которые будут самые слабые. А вот полигоны для соединения. Здесь уже тоже все сделано красиво. Медные шины луженые, штампованные, и приваренные к ней усики. Но усики, конечно, не так, как на Тесле, которые на Тесле легко перегорают в случае замыкания, а здесь они достаточно массивные. Только что мерили, 3,31. Так, записываем карту измерений, и у нас уже даже в самом начале получается полная белиберда. Вот у нас какой перекос. Есть 3,555, есть 3,31. То есть 245 милливольт у нас уже на 7 элементах. Поэтому здесь все очень-очень интересно. И напряжение больше на этой ветке, чем здесь. Так, в общем, сделали мы карту замеров. И у нас получилось, что у нас здесь 100 элементов. И разбег у нас
Минимальный 3,306, максимальный 3,555. Вот есть 3,305, да, 3,304. Самый маленький 3,304, самый большой 3,555. То есть у нас 251 милливольт разбег в батарее. А это для литий-железофосфатного это очень много, потому что у них... Да, 3552 вот, 53. 353, да. Потому что у них полка разряда очень интересная. И батарея заряженная или разряженная по напряжению не узнать. Потому что при 3,3 вольта она может быть как полностью, практически полностью заряженной, так и практически полностью разряженной. А вот эти разница по напряжению, это уже колоссальная разница в заряде элементов. В общем, из-за этого у нас и очень-очень маленький пробег на батарее. Вот теперь нужно будет это все заряжать до максимального напряжения для литий-железофосфата и выравнивать, балансировать. В общем, вот такая вот работенка нам попалась. Заряжаем сейчас элементы, но параллельно дали нагрузку на сильную, чтобы не насиловать iCharger, поставили лампочку. 55-ваттную лампочку на 12 вольт. И с помощью ее мы разряжаем. И у нас сейчас вот такие вот показатели. Как раз на 4 у нас висит нагрузка, поэтому 3,23 вольта. Зарядили батарейку. Сейчас собираем крышку и будем подкидывать на автомобиль. Посмотрим, как он себя будет чувствовать и насколько будет хватать заряда. Сейчас у нас батарея полностью заряжена и разбег у нас 3,473 и 3,324. 150 милливольт. Но сейчас она полностью заряженная. И из-за кривой полки разряда сейчас нужно ее чуть-чуть разрядить и посмотреть. По идее должно чуть напряжение выровняться. Поэтому нужно будет ее на ней сейчас кататься и смотреть, какой будет и вообще сколько автомобиль проедет. Так, сейчас заявлено 297 километров. При этом пробег на автомобиле 10 659 километров. Батарея заряжена на 100%. В общем, сейчас сделаем тест-драйв, посмотрим, сколько же мы сможем проехать. Конечно, вряд ли мы все 297 километров проедем, поэтому, скорее всего, мы чуть покатаемся и отдадим владельцу, пускай дальше он тестирует, и будем ждать от него ответа. А так у нас напряжение 354, 367. Проехали 3,4 километра и израсходовали 3%. И на показометре осталось 287 километров. Посмотрим, сколько же мы сможем проехать. Расход у нас 8 километров на киловатт-час. Проехали 5,4 километра, на одометре 97% остатка осталось. И напряжение у нас уже почти выровнялось. 33,12, 33,02. Вот какая особенность литий-железофосфатного элемента. Полка очень прямая при напряжении 3,2 вольта. А когда она полностью заряжается, там увеличится разбег. В общем, сейчас у нас напряжение уже практически полностью ровное, 11 милливольт. Но это не показатель, потому что когда батарея у нас в спокойном состоянии, вернее, близко к номиналу, у нас напряжение будет очень долго, около 3,2 вольта. Сейчас у нас средний расход 5 километров на киловатт-час. И мы проехали 6 километров. В общем, надо продолжать ее тестировать, но это мы уже поручим владельцу. И посмотрим, получилось у нас решить этот вопрос или нет. И по напряжению на элементах у нас 3,321, 3,310. То есть 11 милливольт разбег. Но, как я уже говорил, это не показатель состояния батареи или заряда батареи. Судя по всему, это мы 2,64 киловатта сейчас израсходовали, да? Да, 2,65 киловатта мы израсходовали. 6 уже.
Да, это расход батареи после зарядки. На 2 киловаттах мы проехали 10 километров. Нифига у нас не 8, хотя мы включали вентиляцию для того, чтобы охладить, вернее, убрать запотевание с лобового стекла. При этом включается кондиционер, и из-за этого мы чуть-чуть больше израсходовали. В общем, в любом случае нужно будет продолжать ее диагностировать. На момент монтажа видео мы получили обратную связь от владельца автомобиля. Первоначально, на момент обращения, автомобиль мог зарядиться на 21 кВт-час. После балансировки батарея смогла заряжаться на 36,3 кВт-часа. При емкости 35,2 кВт-часа. Разница – это потеря на тепло. Если сравнить этот автомобиль и автомобиль с предыдущего видео, то разница в качестве батареи налицо. Хотя автомобиль тоже из бюджетного сегмента. И если хотите больше узнавать про электромобили и гибриды, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. До скорых встреч и мира на земле. Всем пока!